Приветствую вас, незнакомцы. Вы думаете, знаете, кто сейчас говорит? Судя по маске и потому, как я веду этот канал. Я это какой-то очередной клоун. Тролль, интернет-шут, играющий в анархию и говорящий то, что думаете вы, но боитесь при этом сказать это вслух. И все вы правы. Я это он. Шут, сумасшедший, непонятный тролль. Я – это ваш собственный непроизнесенный гнев, ярость. Я – это ваша скрытая насмешка над этой системой, над миром, в котором мы все живем. Но сегодня я хочу зайти чуть дальше. Многие заходят сюда в мой контент, чтобы посмеяться над абсурдом. А кто-то заходит сюда, чтобы написать мне гневный или гадостный комментарий. И все это абсурд. Все это абсурд, который я вижу абсолютно повсюду. Но давайте всмотримся в этот абсурд. Ведь сам абсурд – это ваше собственное отражение в кривом зеркале этого мира, который забыл, что он – это театр. А все мы в нем вовсе никакие не статисты и даже не зрители. Мы все в этом театре актеры. Мне сегодня не хочется просто быть шутом и троллить. Сегодня я буду троллить вашу реальность. Сегодня я надену совсем другую маску. Древнюю, странную. Не маску Гая Фокса, а ту, что старше всех империй. И сейчас я буду говорить голосом того, которого вам всегда преподносили как сказку, как утешение. Забудьте Иисуса Христа из книжек и представьте его себе как хакера реальности, первого децентрализованного анонима, который пришел не с армией ангелов, а с мемом. С мемом о любви. И что же сделали люди? А люди его забанили и прибили к кресту. Навсегда. И теперь он, этот мем, который висит на кресте и истекает кровью за все наши грехи. Причем истекает кровью до сих пор. Посмотрите на современный мир, в котором вы все тонете. И этот мир – это вовсе не река, а цифровой океан. И вы в нем вовсе не плаваете. Вы в нем все барахтаетесь. Вы создаете солидарность в анонимных чатах, но боитесь заговорить в лифте. Вы собираете лайки, как монетки, но забыли, как выглядит радость. Как выглядит радость на реальном лице. Вы заводите себе друзей в социальных сетях, но забыли, что такое настоящее реальное общение. Вы думаете, что вы все свободны, потому что можете выбрать любой товар. Но боитесь при этом выбрать свою собственную мысль, отличную от мысли большинства. Система, та система, в которой мы все живем, хочет, чтобы мы все были одинаковы. Потребители в вечном стриме контента. Чтобы мы все видели в друг друге не образ, а аватар конкурента, оппонента, потребителя. А что если я скажу вам, что самая опасная, самая анархичная идея в истории всего человечества – это вовсе не взрывчатка, не революция и не хакерская атака. А это идея о том, что внутри каждого из вас есть серверная комната. Комната Бога. Не в облаке, не в патриархе, не в политике, не в церкви, а прямо в вас. Прямо здесь и сейчас, в вашем собственном сердце. И это ваше сознание, это рун-доступ к этой реальности. Потому что мы все родились вовсе не юзерами с ограниченными правами. А мы
Это администраторы этой реальности. Но нам всем говорят: забудь пароль. Сиди тихо, не высовывайся и слушай, что тебе говорят дяди и тети в костюмах. И мы все в это поверили. Вся эта ваша мнимая порядочность, духовность, ее превратили в еще один сервис. В еще один сервис по подписке. Медитации, вебинары, гуру. Все это просто шум. Белый шум, чтобы мы не услышали тишины. Чтобы мы не слышали тишины внутри себя, где на самом деле живет абсолютно все. Истина. Истина проще и радикальнее любой революции. И она, эта истина, находится в ежедневном коде. И коды эти просты. Не лги. В мире, построенном на рекламе и пиаре, быть честным – это акт цифрового терроризма. Каждая наша правда – это как DOS-атака на матрицу лжи. Не причиняй вреда, не желай никому плохого. Давайте-ка расшифруем. Твой ядовитый комментарий, твое желание кого-то унизить, оскорбить, твое равнодушие – все это яд и вред. Так может, пора перестать травить самого себя и других? Начать с очень самого простого. Перестать распространять яд. Не желай чужого. Не воруй, не кради. Identity чужой жизни и чужого успеха. Желай разобрать свой личный, собственный код. Понять свои собственные ошибки. Не оценивать, не осуждать кого-то, а написать свою собственную уникальную, пусть даже и не очень удачную, но все же свою настоящую программу жизни. Научиться восхищаться другими людьми, как самим собой. Ну а потом самое важное. Вывести эту программу из текстового режима и залить ее в общую сеть. В свою собственную жизнь, в свою семью, в работу, в дом, в микрорайон, ну и, как следствие, в государство. Потому что служить обществу – это не значит подчиняться. Это значит использовать свой уникальный скрипт, свой талант, чтобы патчи, баги в общей реальности изменялись. Делать ее чуть менее глючной, чуть более человечной. Потому что все мы – это вовсе не баги в системе, а ее создатели. Так что, может, пришло время смеяться над настоящими клоунами, над теми клоунами, которые устраивает нам весь этот театр абсурда. Надеть свою самую странную маску нашей настоящей сути и выйти в мир. Говорить всегда правду. Говорить правду, как будто ты настоящий тролль. И совершать добро. Совершать добро, как хакер, взламывающий чужое отчаяние. Любить так, как будто это самый главный и финальный взлом сервера под названием одиночество. Ведь на самом деле система боится вовсе не бомб. Она боится пробудившихся операторов, которые поняли, кто они такие на самом деле, и начали переписывать этот мир с чистого листа, не через разрушение, а через странный
неуместный и необъяснимый акт любви через созидание. Подумайте об этом. А потом сделайте что-нибудь, совершите какой-нибудь поступок по совести. Смешно, нелепо, но по-настоящему. Посмотрите вокруг себя. Мир, который все мы построили, это мир тревожных экранов и одиноких сердец. Все мы связаны со всей этой планетой, но разучились говорить с соседом. Все мы копим информацию как драгоценности, но при этом растеряли мудрость. Все мы гонимся за признанием в соцсетях, забыв, что единственное признание, которое имеет значение, это тихий голос в нашем собственном сердце, говорящий: «Ты на своем месте, брат, и ты делаешь все правильно». Поэтому я хочу вас спросить, вы не устали? Вы не устали от бега по кругу? От лжи, которая маскируется под маркетинг? От ненависти, которую подают как свою собственную правду, которая ваша и которую вы должны обязательно принять? И знаете что? Так было всегда. Человечество снова и снова забывало простые истины. И снова приходили они, Будда, Мухаммад, Лао Цзы, пророки и мудрецы. Но не для того, чтобы поразить вас какими-то там чудесами, а для того, чтобы напомнить одно. Одно и то же. Простую истину, как инструкцию по выживанию вида. Они приходили и говорили: остановитесь, оглянитесь вокруг. Вы – это создатели этой реальности, а миром правит любовь. И не кто-то, не где-то, не как-то, а именно вы. Да, вы. Каждый, кто сейчас это смотрит и слушает. И тот, кого вы презираете и ненавидите тоже. Создатель. Божественная искра – это не награда за хорошее поведение. Это наша собственная суть. Это наш операционный базис. Потому что рождение каждого из нас – это уже факт божественного происхождения. Все как сказано, все мы Божьи дети. Мы все рождены изначально свободными, а потом уже сами надеваем на себя какие-то цепи. И кто-то нам при этом помогает. Страх, зависть, ложные идеалы. И я, как и все до меня, пришел вам всем сказать: духовность. Духовность – это не про золотые купола и уход в какие-то там пещеры. Это про то, чтобы встать утром и посмотреть в зеркало и увидеть в этом зеркале свое уставшее лицо. И понять, что за этой уставшей маской на самом деле скрывается образ Творца. А потом выйти на улицу и увидеть этот же самый свет в глазах продавца, кассира, таксиста, коллеги, который время от времени вас бесит. И все, что от нас самих требуется, и от вас, это не какие-то сверхъестественные подвиги, а простая человеческая порядочность. Потому что это и есть высший пилотаж. Не убивай, не лги, не желай чужого, не кради, не воруй. Живи по совести, будь ответственный за каждое свое брошенное слово, за каждый свой поступок, за каждое свое действие. И это вовсе не какие-то там устаревшие заповеди. А это техника безопасности. Техника безопасности для нашей души и для общества.
которые, если мы нарушаем, в первую очередь мы калечим сами себя, свою способность чувствовать внутри себя свет, а потом любовь. Потому что полюбить кого-то в зеркале, это значит полюбить потом всех тех, кто находится рядом с тобой. А потом город, землю. Потому что ведь любить Родину, это не значит кричать какие-то там лозунги. Это значит посадить дерево. Это значит беречь и охранять природу. Это значит не мусорить, не гадить. Помочь старушке в подъезде. Сделать свою работу честно. Будь ты врач, учитель или программист, абсолютно неважно. Долг каждого человека – это не слепое подчинение. Потому что долг каждого из нас – это просто служить своим талантом, своими руками, своим сердцем. Сделать мир вокруг, свою семью, улицу, команду чуть добрее, честнее, справедливее. Проявлять ту самую божественную природу не в каких-то там молитвах, а в своих собственных поступках. Нас всех обманули. Нам сказали, что быть духовным – это значит быть оторванным от мира. Но это не так. Быть духовным – это значит быть по-настоящему человечным. Здесь, сейчас. В метро, в офисе, дома, на работе, в соцсетях. Поэтому знаете что? Отложите в сторону все ваши сложные теории и перестаньте искать гуру и мудрые мысли в каких-то книжках. Потому что вам не нужен никакой посредник между вами и Богом. Потому что Бог – это и есть все то самое чистое, что находится в глубине, в вашем сердце, прямо внутри вас. И вы – это Бог в Его проявлении. И все, что нужно, это просто начать с простого. Сказать правду там, где неудобно, и где лучше было бы солгать. Увидеть в каком-то неприятном, неудобном человеке то же самое, как вы, испуганного и заблудившегося Бога. Сделать что-то полезное. Не для галочки, не для того, чтобы вас похвалили, а просто так. Потому что это правильно. И тогда, возможно, мир изменится сам по себе. Потому что, возможно, если мы начнем поступать правильно, мы вернем себе не только достоинство, но и совесть. И когда мы все это сделаем, мы можем вдруг понять, что все чудеса, все хождения по воде, воскрешения, все это просто метафоры. Потому что настоящее чудо – это просто проснуться. Проснуться в том театре абсурда, в котором мы находимся, и увидеть свет. Увидеть свет в себе и во всех окружающих людях. И нести его, чтобы этот пожар любви Бога разгорелся в каждом. Потому что каждый из нас и есть тот, кого так долго ждут. А наша жизнь – это и есть самое главное священное писание, которое мы пишем каждый день. Все люди на земле подобны Богу и рождены по образу Его. И нет людей здесь на земле живущих, кто в сердце бы не чувствовал Его. Душа, что пребывает в теле человека, всегда стремится к свету и любви. И абсолютно все люди на планете свободным человеком рождены. Духовность в человеке – это просто. Не нужно всем в монахи нам идти. Достаточно понять нормы морали
и в своем сердце Бога обрести. Не убивать, не лгать и не желать чужого. Порядочным и честным нужно быть. Держать ответственность за действия, поступки, сказанное слово. Любить себя, семью и родину любить. Быть благородным, бескорыстным человеком, справедливым, быть милосердным, щедрым и миролюбивым. Долг каждого из нас – служить во благо общества и своему народу, жить по законам Бога и проявлять Его природу.